Поэтому открываем и начинаем релаксировать. И вот решили мы сегодня согреть нашу палую, нашу бочку с водой. Сейчас посмотрим, какая там обстановка до того, как мы ее начали растапливать. Снимаем маленькую крышечку. И не знаю толк в удовольствия. Смотрим, что у нас там с температурой. Где там наша уточка плавает. Так, уточку надо еще поймать сначала. И посмотреть, сколько же градусов она показывает. Вот она, наша уточка. И градусов у нас тут 18. 18 градусов это у нас нормальная температура для начала растопки печки, которой мы будем разогревать эту воду. А воду нужно разогреть до температуры 38 градусов, чтобы было комфортненько. Так, посмотрим, что у нас там в печечке творится внутри. Ага, в печечке у нас там есть какие-то заготовки дров. Ну, все нормально. Сейчас принесу хвороста, разожгу и можно начинать растопку. Для всяких растопок, будь то печка или камин, у нас тут есть хворост. Очень сухенький, хорошенький хворост. Вот он тут у нас хранится. Так, берем нужное количество. Много не надо. Сейчас лето, сухо, тепло. Нормально, вот столько хватит. Вот, пойдем. О, венички сушатся. Красота. Так, осторожненько. Идем. Пришли. У нас тут есть картонные ящики, всякие разные, вот, которые мы тоже сожжем, потому что, ну, зачем забивать мусорный контейнер всякой ерундой, когда это можно сжечь прекрасно. А еще для растопки печки нам нужна бумажечка. Это кроме хвороста. Нам нужна бумажечка. Да. Почему-то вот такие рекламные газеты типа Токмани, они лучше всего подходят, потому что лучше всего горят. Да, лучше всего горят, поджигают хворост. Хворост поджигает дрова. И все становится на свои места. Так, бумажечку мы уложили. Теперь нужно обязательно на хворост еще сверху положить мелких дровишек. Вот таких вот специальных. Чтобы оно все хорошо разгорелось. Вот такое берем подходящее. О, ну все, идем растапливать. Вот она наша печка с хворостом и бумагой. Так, сейчас мы туда маленьких дровишек положим. У меня есть такие удобные длинные спички. Правда, осталось очень немного. Вот смотрите, такие вот прямо длинные. Сейчас достану. Вот такая длиннющая спичка. Специально для розжига всяких печей. Ну вот, а сейчас как в фильме, в каком-то старом. Абдулла, поджигай. Так, поджигаем. Поджигаем нашу бумажечку. Так. О, бумажечка хорошо разгорается. Так. Хорошо, когда все сухое. Тогда никаких проблем. Вот зимой, конечно, это делать гораздо сложнее. Ладно, закрываем пока крышку. Так, ну будем считать, что процесс пошел. Сейчас пока закину еще картоночки всякие разные, а потом будем заниматься крупными дровами. Ну вот, немножечко картоночки подкинул, а из-за картона печка дымит, как, блин, сумасшедшая. Называется «Привет соседям». Ну ничего, соседи на самом деле не обижаются. Все прекрасно понимают, сами так делают. Ну вот, дровишки подкинуты, сейчас все загорится, разгорится, и наша бочка будет греться. Вот тут у меня дрова всякие разные. Тут дрова есть такие крупные, большие. Вот, на самом деле, вот, они горят просто, как я не знаю что, как спички. Раз и все, и сгорело, только успевай подбрасывать. Это сумасшедшая печка, она там дрова глотает с огромным аппетитом. Вот, процесс пошел. Дымок уже нормальный. Печка потрескивает. Все хорошо. Ждем, когда нагреется бочка. Вот какой идет жар из трубы. Жалко, что вылетает в трубу. Так, проверяем, насколько наша бочка нагрелась. Крышка такая мощная. Прямо
Так, снимаем крышку и смотрим нашу уточку. Что она у нас показывает? Она у нас показывает 36 градусов, то есть еще 2 градуса. И можно. Закрываем. Идем подбрасывать дровишек. Ну вот, прошло уже довольно много времени. Проверим, сколько у нас там градусов. Ага, уточка с той стороны плавает. Так, сейчас посмотрим. Уточка, уточка. Скажи нам что-то хорошее. 38 градусов. Отлично. Можно загружаться. Так что сейчас раздеваемся и ныряем. Открываем. О, какой пар идет. Водичка просто загляденье. В Японии и в Исландии на горячих источниках. Да. А нет, мы в своей бочке в Финляндии. Бочки Диогена. Финны знают толк в удовольствиях. Вот, поэтому открываем и начинаем релаксировать. За хорошую, что называется, бочку. Да. Да. Для тех, кто не знает, я могу рассказать, что вот эта вот традиция сидеть в бочке с горячей водой идет из Японии. Вот. Японцы придумали такую вещь, поскольку дома у них исторически были такие довольно-таки тоненькими, с тоненькими стенами, и зимой было довольно-таки холодно. И вот они перед сном залезали в горяченную бочку, сидели в ней какое-то время. Это так называемая японская баня, японская сауна. Вот они сидели в этой бочке, потом, когда хорошо прогревались, а бочка реально прям очень горячая, они выходили и ложились спать. И таким образом ночью им уже не было так сильно холодно. Вот такая вот история японской сауны, которая пришла даже в Финляндию. Вот. Афины радостно эту традицию использовали у себя. И, в общем-то, в принципе, их довольно-таки много у нас. Ну, я думаю, что не только в Финляндии, я думаю, что и в других странах тоже такое встречается. Но Финляндия это прямо вот чуть ли не повсеместно, так скажем. Ой, да. Лучшее время, вот действительно, посидеть в бочке перед сном. Я всегда потом так хорошо сплю, такой релакс получается. Нагреваешься, расслабляешься. Лучшее средство от депрессии. Да, и нужно сказать, что когда вот первый раз я попробовал эту бочку, я относился довольно-таки скептически к этой забаве. Вот. Но когда вот так вот реально посидел, часа полтора, наверное, в этой бочке, вот, я вышел и понял, что вот реально ощущаю на себе эффект такой нормальной сауны. Как будто бы я вот прям хорошенько, серьезно попарился. Вот, реально такое ощущение. Да, хороший самообеспечен, это точно. Так что, кто не пробовал, настоятельно рекомендуем. Да. Приглашаем. На самом деле, знаете, как интересно, когда, вот у нас бочка рассчитана, человек на 5, наверное, максимум. И когда много народу, и вот этот вот плавающий поднос, всякие напитки, народ сидит, расслабляется, пьет, шутит, разговаривает, общается. Это так классно, это так интересно. Такое ощущение, что, в общем, в принципе, как будто вы в баре там человек сидит и, в общем, общается. Но это в бочке, и это дает дополнительную какую-то вот пикантность, так скажем, общению. Здорово, короче говоря. А еще бочка очень хорошо в зимнее время года. Это вообще, просто полный отпад. О, Да, да. правда, ее, конечно, приходится много усилий тратить для того, чтобы ее нагреть, гораздо больше, да, чем летом. Но представьте, да, когда вы сидите, а на улице снег, а вы в бочке, это просто непередаваемое ощущение. Да, на улице, допустим, там -10 хотя бы. Если еще идет такой легкий снежок, это вообще красота. Ощущение действительно на контрасте температур, просто непередаваемое. Обалденное ощущение. Вот, да, греть приходится долго.
То есть, если хочешь вечером бочку, то тогда начинать надо топить, наверное, где-то примерно час или в 2 часа дня. И тогда вот часам к 9, к 10 бочка будет нормальной температуры. Ну, вот самая оптимальная температура для бочки 38 градусов. Вот Да-да. сколько мы, да. Если перегреешь, то, конечно, уже тяжело сидеть. А вот 38 самое то. Можно посидеть подольше. И когда людей немного, это кайфово. Можно вытянуться во весь рост, глубоко, хорошо. И когда идет снег, это вообще просто непередаваемо. О, у нас тут любители зимой, да, посидеть в бочке, а потом охладиться, прыгая в снег. Вот. Дети у нас так забавляются. Ну да, это как, ну действительно, как после сауны выйти, да, облиться либо ледяной водой, либо когда в холодное время выйти, там снегом обтереться. Ну, вот здесь ну, тот же самый эффект. Дорогие подписчики и зрители нашего канала, спасибо вам, что смотрите нас, что подписываетесь, оставляете комментарии и ставите лайки. Да, я присоединяюсь. Спасибо большое, что смотрите наш канал. Если вам не сложно, ставьте пару слов в комментариях. А для нас это очень важно. А мы с вами прощаемся. До новых встреч. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Эй, па.